Ну что, друзья, всем привет, с вами Кирилл Саакаст и добро пожаловать на канал Криптогеймеры. Сегодня у нас Axie Infinity, и мы продолжим ряд видеороликов по отдельным классам, и на очереди один из моих любимых классов — это Beast, он же Зверь. Рассмотрим его плюсы, минусы и посмотрим основные концепции по скиллам, какие играбельные, какие нет. Естественно, будем опираться на большую статистику в плане того, что не будем рассматривать каких-то уникальных, выведенных для каких-то стратегий, уникальных сетапов, которые используются в топе, а именно самые ходовые, которые торгуются на дэшборде, которые используются в большинстве случаев. Основные плюсы Биста и минусы. У нее довольно-таки низкий показатель здоровья, ниже только у птиц, это, конечно, очень плохой показатель. У него неплохая скорость, 41 стартовая, если все гены у него родные. Его скорость получается средняя в игре, наравне с рептилиями, выше только у рыб и у птиц. У него отличная мораль, самая лучшая в игре, 61, если все умения, конечно, все части тела родные. Мораль отвечает в игре за шанс критического удара, то есть у Биста самый высокий шанс критического удара. И когда Бист часто критует по вам, или вы критуете за Биста, это, конечно же, связано именно из-за его морали. Давайте в целом посмотрим, в чем еще плюс Биста. Я считаю, Бист это один из самых лучших персонажей для ПВЕ, потому что у него огромная мораль. Мораль также отвечает еще за количество ластенда. В игре ластенд, друзья, это вот это красное сияние. Понятное дело, что в PvP максимально всего будет 3 атрибута, потому что там мораль, как вы понимаете, будет именно базовая, да, максимальная, это 61. В PvE статы намного выше, здесь у него, по-моему, 180, поэтому ластенда здесь целая куча. И вы можете посмотреть, насколько часто Бист критует. Специально не ставил 100% крит, чтобы просто показать, что в PvE критует он очень часто и урон у него огромный. То есть из 3 ударов 2 крита, это, грубо говоря, ваншот почти. Это, конечно же, плюс именно самого класса. Также стоит обратить внимание, кого же контрит Бисты. Бисты контрит у нас рептилии, которые очень часто сейчас нынче в мете. Они с ними прекрасно справляются. Также это убийца танков Планта, либо Даска. Наравне стоят с Багом, с Мехом и проигрывают, конечно же, птицам и рыбам. Рыбы могут их убивать с 3 ударов, как и птицы. Поэтому здесь, конечно, за счет маленького показателя здоровья тут есть проблемы. Армора у Биста, который вносит большое количество урона, не так много. У него на картах, если вы посмотрите, хорошие показатели именно урона, а вот армор очень слабый. Даже если мы будем использовать максимальные армор скиллы, там будет очень низкий показатель, и он никогда не переживает какой-то таргетный хороший урон, когда используется от 3 карт. Ну, если это, естественно, карты типа рыб или птиц. Давайте рассмотрим самые ключевые умения и самые очевидные сетапы. Первый — это, конечно же, римп. То есть используется первая буква R и имп. Получается римп. В чем фишка? Когда мы критуем, когда мы используем больше 2 карт, и эту карту мы используем третью, мы получаем 100% крит. Есть такое умение, как имп. Когда мы критуем, мы получаем энергию. Соответственно, если мы используем 2 импа и 1 ронин, мы даем 1 крит и получаем 2 энергии. Либо используем 2 ронина и 1 имп, и за счет 2 критов мы будем получать 2 энергии. Самое крутое комбо — это когда мы используем 2 ронина и 2 импа, и за каждый крит мы будем получать по энергии. То есть в таком комбо из 4 карт мы восстанавливаем полностью 4 энергии. Дальше, это, да, если разбираться именно, как работает вот эта синергия скиллов. Дальше Nightcracker. Nightcracker очень сильное умение, когда мы используем его в комбинации. То есть если мы используем 2 таких умения, либо одно такое, мы будем носить не 105% урона, а 120%. Если 4 такие карты у нас зайдут, соответственно, каждый из них будет бить на 120%. Это получается огромные показатели по урону. Вот данный герой, Бист, может убивать танка за прокаст в первый ход с 3 карт. Это 2 надкрака по 165 урона, это 330, и последний это 194. То есть в сумме получается, по-моему, 524 урона. И это как раз таки будет ваншот. Плант будет входить в ластенд на 2 хода, если не использует ни один армор. То есть ему хватает убить танка на первом ходу. Это, конечно, очень круто. Стандартная скорость такого Биста 41, но
бисты с такой скоростью часто проигрывают, поэтому их стараются именно искусственно ускорять. Но об этом чуть позже. Есть вот такие варианты. Я играю вот таким вот бистом, в котором используется Dual Blade. Dual Blade — это мощнейшее умение. Если она критует очень жестко, потому что здесь, как вы можете увидеть, крит бьет на 250% с показателем урона в 130, вылетает криты за 400. То есть, если мы кританем с этого умения, это почти гарантированный труп, потому что такой урон никто не переживает. И здесь скорость тоже 41. Но 41 это самые дешевые бисты, что вы понимали, потому что скорость маленькая. И в гонке именно вооружений, когда искусственно приращивают гены в ухо, либо в ушко, не влияющие на умения, как вы понимаете, вот эти 4 показателя влияют на скиллы. Эти два отвечают только за определенные параметры. Если такому бисту привить какой-то ген именно либо птицы, либо рыбы, либо два таких привить, скорость у него будет выше. То есть такой же именно показатель по урону, да, но тут скорость 43, то есть такой бист намного будет круче, и в дуэли 1 на 1 вот с таким бистом такой, естественно, выиграет при равное количество энергии, потому что он ходит первый и начинает атаку. Скорость 43, 41, а разница огромная. Есть еще бисты, которые обладают скоростью 45, когда у них два гена привито, это либо птичьи, либо рыбьи, потому что рыбьи отвечают за скорость. И такие бисты еще сильнее и дороже, понятное дело, чем бисты с 45 скоростью. Дальше вот такие вот есть у нас интересные особи. Здесь очень большой показатель именно урона, который можно использовать без комбо. Если такие бисты, их основная проблема, именно вот таких бистов. Так, сейчас, секунду, друзья. Вот таких бистов это комбо. Чтобы имп наносил урон, ему нужно использовать Ронин. Если Ронин не зашел и нет каких-то других карт, они бьют очень мало. То есть, видите, базовый показатель урона слишком мал. И здесь на Найткраке их особая проблема, то что если нет их, да, там в 2 штуки, урона будет мало. Такие бисты не страдают такой проблемой, потому что весь урон очень на высоком уровне. 125, 130, 120. То есть здесь урон очень жесткий и не надо собирать никакие комбо. Это очень важно. Также есть умение года. Это лишний контроль энергии. То есть когда мы используем это умение, мы уничтожаем 1 единицу энергии. То есть мы заставляем тем самым нашего оппонента как-то бояться лишний раз экономить энергию. Если у нас есть еще плант, который обладает умением Сириус, который ворует энергию, наш противник, скорее всего, не будет копить ее и будет вынужден как-то использовать свои умения. Такие, конечно, аспекты очень неплохо именно позиционируются всегда в игре. Есть еще более интересный вариант в плане того, что это еще больше такой контрольщик энергии, потому что есть у него умение Arise, который ворует энергию. То есть здесь мы просто разрушаем, а здесь мы еще можем воровать. И если это заходит, то мы, получается, можем обворовать либо уничтожить энергию. Как вы понимаете, энергия — это залог успеха в Axie Infinity. Это карты, это энергия и правильное использование умений. Все это, конечно, максимально отражает именно концепцию боя. Поэтому это такие варианты на самом деле очень дорогие, как вы можете видеть. Даже скорость 41, это, по-моему, сейчас самый дорогой бист. Если брать стандартную скорость, видите, у него цена, конечно, очень высокая. На рынке таких бистов колоссально мало. Дальше хотел, конечно же, пройтись именно, насколько часто вообще у нас используют бисты. Тут можно, видите, сколько их вообще в мете. Также можно посмотреть самые популярные скиллы. Это Ронин, Ип, Найткрак, Года, Катанейл. Катанейл мне, честно говоря, не особо нравится. Это в хвосте умение. Обычно используется Найткраки именно в 2 штуках. Но Катанейл — это дополнительная еще энергия. То есть бист, он может наносить не только большое количество урона, а может быть как генератор энергии, потому что у него есть умение типа воровства, разрушения и так далее. Конечно же, это все зависит от вашего сетапа, потому что где-то вам нужно будет больше энергии, где-то надо будет больше урона. Понятное дело, что команды нужно подбирать. Поэтому плюсы биста, я думаю, вы поняли, минусы тоже. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. И, конечно же, друзья, всем удачи и пока-пока.